В последнее время мы довольно-таки много путешествуем. Раньше я так и хотел, наверное, поэтому я хотел стать киберспортсменом, чтобы путешествовать. За последние полгода моя жизнь довольно сильно поменялась. На самом деле я никогда себе не мог представить, что я буду так много путешествовать по миру. Я сначала был в Москве, потом был в Дубае, потом был в Сербии, потом в Саудовской Аравии, в Швеции, и сейчас я нахожусь в Техасе, в Арлингтоне. В Израиле точно еще я был. Я жил долгое время в Москве, потом мы переехали в Сербию. В целом у Сербии есть как и минусы, так и плюсы. Из плюсов, наверное, то, что жилье не такое дорогое, как в Москве, например, я платил. И все близко, как в маленьком городе. Я до офиса пешком хожу 5 минут к офису Bootcamp. Наш переезд в Сербию запомнился мне тем, что вот мы приехали, и город нас встретил как-то, не очень уютно, знаете. Было довольно прохладно, это вышло в целом очень спонтанно. Мы как-то недостаточно были хорошо к этому готовы, да и не до конца верили, что ли, даже, что все вот так вот сложится, что ли, в нашей жизни. Другая страна, другой язык, и поначалу было очень некомфортно, то есть чувствовал себя, вообще неуверенно. Но сейчас уже, конечно, пожили какое-то время, я уже адаптировался. Нет, плюс-минус комфортно там. Как бы сказать, в России, конечно, все равно было комфортнее, потому что у нас там был буткемп, и там уже все как-то было изначально оборудовано, подстроено под нас. И в то же время нравилось больше то, что у меня уже есть девушка, и как бы она живет в России, и из-за того, что вот я в Сербии, из Сербии потом, например, на турнир, потом опять в Сербию, и как-то мы намного даже реже стали сейчас видеться, что в какой-то мере удручает. Сейчас мы уже неплохо так обосновались в Сербии, у нас есть свой офис, там все потихоньку оборудуется под нас, становится уже все комфортнее и комфортнее жить, да и привыкаем все-таки в конце концов. Вот. Я бы даже, наверное, это даже, возможно, видно в какой-то мере с нашими результатами. То есть, когда мы только переехали, у нас был определенный спад в команде, но сейчас потихоньку уже все получше у нас выстраивается рабочий процесс, и Сербия потихонечку начинает нравиться. В Сербии, наверное, мне больше всего понравилось. Это вот мой фаворит, потому что как-то все поспокойнее. В Дубае там было прям очень как будто город-манекен. Типа вот там нет ничего такого настоящего, а просто все украшено везде. Не знаю, вот у меня так ассоциируется этот город. В Саудовской Аравии просто очень жарко. Мы там постоянно каждый день умирали от жары, если выходили на воздух. Швеция, вот, кстати, да, точно, я забыл про Швецию. Вот Швеция, это вот, беру свое слово обратно, вот Швеция — это лучший город, где я был когда-либо. Там прям все красиво, там город красивый, люди красивые, места красивые. Прям мне очень понравилось в Швеции. Дальше продолжаем наш трип. Оказались здесь, в Техасе. Поездка была сложная, 20 с чем-то часов. И еще и мы ехали в экономе. Я вообще не могу спать сидя, это невозможно. Как мои тиммейты вот спят, они упираются в переднее сиденье головой вот так вот и спят, и я не понимаю, как это возможно. Часовые пояса сильно отличаются. Для многих из наших игроков это первая поездка, где отличие настолько весомое. Это не 2 часа, как в Саудовской Аравии, например. То есть, получается, отличие во времени с Белградом здесь составляет 7 часов. Поэтому, естественно, учитывая, что PGL не дали нам времени на акклиматизацию, да, то есть мы прилетели, у нас был 1 день ровно и, соответственно, начало игрового дня. Поэтому, да, джетлаг нас преследовал. Безусловно, он выражался в основном в том, мы нормально ложились, да, у нас получается режим засыпать с помощью, условного мелатонина, с помощью каких-то релаксирующих техник, но он нагонял вечером. То есть, когда здесь 7 вечера, да, у тебя получается где-то в Белграде, получается где-то 4 утра, 4 ночи. То есть тебе уже начинает жестко рубить. Поэтому здесь спасибо православному Старбаксу, и нашим внутренним ментальным силам, а также присутствию Никите, что мы это смогли все перемолоть, и, в общем-то, было неприятно, но сильно нас это не коснулось. Из-за того, что у нас закончилась лига, где мы выступили неудовлетворительно, после этого мы полетели сразу в Саудовскую Аравию, а затем оказалось, что нам, возможно, дадут визы, и, соответственно, после Саудовской Аравии мы прям оттуда полетели в Израиль для получения виз. Мы не готовились к этому турниру в принципе. 2 дня мы были в Белграде, где поиграли немножко где-то КВ. Учитывая, что все команды уже были в Америке, соответственно, играть нам было не с кем. Поэтому чуть-чуть мы побарахтались в Белграде, пришли сюда уже. Фактически ту подготовку, которую мы показываем здесь, она вся была произведена либо на этом турнире, либо еще в Саудовской Аравии. Израиль. Я особо не думал, куда мы поедем, мне не важно было. Я поехал бы хоть на край света, главное, чтобы визу дали. У нас давно не было отпуска, это был как будто мини-отпуск такой. Да, мне очень понравилось, что пляж граничит с городом,
Там, и он очень чистый, и вот город начинается, продолжается пляж, и все это как-то круто смотрится, как будто вот с GTA San Andreas, да? Тель-Авив вот прям очень дорогой. Там цены на такси, там буквально поездка от аэропорта до номера стоит $50. Мне кажется, даже больше, наверное. Но это, на самом деле, он очень дорогой. Ну, я единственное, что там делал в Израиле, это, наверное, просто катался на самокатах, пару раз пошел в бар с друзьями, с командой, точнее. И остальным временем просто сидели и ждали визы. В плане еды, наверное, мне кажется, самый такой... Больше всего мне понравилось именно в Саудовской Аравии, потому что это такой турнир, где его спонсируют шейхи, и там как бы обед просто на высоте. Ну, обед, ужин, там завтрак. Там прям все, что можно было достать. Наверное, вот где мне меньше всего понравилось, наверное, в самом сейчас Техасе, потому что тут еда — это просто, ну... Мне она вообще не зашла. Мы как бы последнее, вот все, что мы ели вот за последнюю неделю, в которой мы сейчас находимся, может быть, меньше, это бургеры, пицца, суши, бургеры, пицца, суши. Типа, больше тут еды нормально нету. Ну, пару раз там поели курицу с рисом и все. Надеюсь, в Сингапуре еда будет вкусная. Сейчас мажор проходит в Техасе, и мы поселились в отель. Ну, не то чтобы он пятизвездочный, но в целом жить можно и играть тоже. Но если, конечно, вот пофантазировать и представлять какой-то идеальный турнир со всеми возможностями, которые ты бы вообще хотел, то определенно я бы хотел видеть в нашем стафе еще психолога, чтобы с нами присутствовал психолог, который нам довольно хорошо помогал. То есть его вот, собственно, не было и на интернешнале, но вот перед интернешналом, когда у нас там был буткемп, он там довольно хорошо нам помогал, много работы с нами проводил, много общался. И я бы, наверное, хотел приезжать и с девушкой. Понятное дело, что я бы там не то чтобы с ней жил, я бы, конечно, все это как-то грамотно разграничивал. Еще я бы хотел жить по одному в каждом номере. Мы, как команда, очень много времени проводим вместе и в игре, и вне игры, и там где-то еще кушаем и так далее. И иногда хочется как-то побыть просто наедине, как-то просто побыть наедине со своими мыслями. Также, наверное, отмечу элемент питания, это тоже очень важно. То есть у меня в целом, как бы сказать, не все идеально с питанием, со здоровьем, и где-то мне довольно важно следить за тем, что я ем. Поэтому в идеале хотелось бы, наверное, еще и повара видеть. Ну или просто, может, человека, который бы отвечал за питание на турнире. Также стоит отметить, что у нас был очень трудный перелет сюда, в Техас. И я бы хотел, чтобы, возможно, он бы как бы был не от нашего стафа, а был человек, который очень хорошо отвечал за логистику. И действительно подбирал правильные, качественные, вот прям офигенные рейсы, чтобы перелеты давались нам попроще. Отдельный привет PGL за всю организацию на этом турнире, турнир ВО. Что бы сказать об этом турнире? Учитывая, что я был на достаточном количестве ивентов, я бы сказал, даже на очень большом количестве ивентов, да, этот я бы оценил, на 5 по 10-бальной. Здесь есть действительно отличные, отзывчивые сотрудники, именно PGL. Мне действительно нравится с ними работать, даже честно я говорил. Они говорят себя честно, прямо и все остальное. Но общий уровень организации, конечно, хромает очень сильно. Начиная с того, что здесь нет места, где поесть, например. Натурально можно вот расстелить и сесть на пол. Так и происходит. Здесь просто нет места для приема пищи. Плюс к этому, здесь в плюсах почти не было проблем с интернетом. Они были в первый день, но его не обрубало, а так, лос-пакеты были. В общем и целом, это как бы окей. Самая основная проблема была, это, конечно, экономия на билетах со стороны турнирного оператора, потому что билеты брались впритык. То есть можно же купить как? Можно купить самый дешевый билет чуть подороже, но который можно поменять на другую дату, пусть это будет этот же город отправления, там все история, или поменять человека в билете, Либо там какой-то очень крутой. Очень крутой не в Саудовскую Аравию ехали, поэтому я не рассчитывал. Но то, что взяли самые дешевые билеты, и из-за этого невероятное количество геморроя случилось с нами. Например, Илья, до сих пор, прошла неделя турнира, мы до сих пор не можем найти его багаж. PGL ничем, к сожалению, не могут помочь. И, соответственно, в аэропорту тоже там особо ничем не помочь не могут, потому что некий товарищ по имени Патрик, как звезда из Спанч Боба, просто, мне кажется, где-то уже продает тут на Амазоне его наушники, клавиатуры и все остальное. По еде здесь только завтрак. Завтрак плохой, честно, буду честен, реально плохой. В плюсе PGL дали денежку, чтобы мы могли заказывать Uber Eats. Но проблема в том, что доставка, в чем проблема? Мы находимся, само расположение отеля, оно не камильфо. Это загородный отель, здесь рядом есть лунопарк. И сюда на выходные приезжают семьи на этих огромных своих пикапах, приезжают семьи, чтобы ходить в лунопарк. То есть, когда здесь не выходные, здесь никого нет вообще, в принципе. И он находится, здесь поля. Дичь. Обычно ты привык к тому, что ты можешь выйти куда-то с игроками и покушать где-то там, где угодно. Хоть салат внизу где-то. Здесь нет ничего. Здесь даже внизу при отеле, здесь есть бар, но он, по-моему, работает
там 5 часов, наверное. И это бар, это там не рестик какой-то. Ни магазинов, ни черта. Короче, расположение, вот расположение я поставил бы прям 2 балла, вот 2. Потому что еда едет час нормальная, тоже на Uber Eats, плюс это не очень удобно. Прошел групповой этап сегодня для нас. Последнюю игру мы только что сыграли. Группы нужны для того, чтобы прощупать турнир, команды, чем кто играет, чем мы будем играть и так далее. Так что, мне кажется, плюс-минус мы довольны. Атмосфера довольно-таки в начале турнира, да и сейчас хорошая. Ну, надо просто баланс найти, мотивации. Как обычно мы говорим во всех интервью. И думать об этом нужно. Мы не разделяем плей-офф и группы. Мы плей-офф также играем. И, очевидно, мы можем говорить, что группы не так важны, но мы просто играем в доту, мы хотим побеждать игры и где-то не перегорать. Для этого нужно держать баланс. Я заметил небольшую тенденцию за собой и в целом в игре на 5-й позиции, что сейчас как-то не очень вариативный пул, что ли. Возможно, конкретно у меня, но и в целом я, когда задумываюсь о том, каких героев пикнуть можно, какую стратегию подобрать, то вижу плюс-минус как-то одних и тех же героев. Хотя на лиге я на большем количестве героев сыграл, чем на Риаде или конкретно сейчас в групповой стадии мажора. У нас были довольно большие перерывы между каждым матчем на лиге. Там где-то недели или даже больше. И по ходу вот каждого матча мета могла немножко смещаться, какие-то герои немножко появляться, и, собственно, они где-то заменяли друг друга. А если говорить уже про какие-то вот такие лан-турниры, где все как-то более сжато в короткие сроки, то здесь отчетливее видно, какие герои сильные, и ты как бы пытаешься их, собственно, только и брать, и ими играть, и подстраиваться там уже плюс-минус под мету. С изменением меты я ощущаю себя немного, так сказать, плюс-минус комфортно, скажем так, потому что большинство героев, на которых я играл, год назад, они были как бы мне все родные герои, а сейчас как бы я добавляю больше героев в свой пул, и я не очень себя комфортно чувствую. Некоторых героев я вообще не играю, которые там, например, были в мете. Это, например, Висаж, один из таких. Я не знаю, я этому герою поиграл пару игр, я его прям не освоил. Это не мой герой, я понял. Не чувствую, что я как бы просел как-то. Наоборот, может, даже стал лучше, потому что у меня как бы появилось больше героев. С изменением меты я стал как бы более вариативен. Многие считают, на самом деле, что между мной и Фейсбеном есть какая-то условная конкуренция, но, если честно, я просто его уважаю и как бы не считаю его своим соперником. Я его уважаю, потому что у него намного больше героев, чем у меня в пуле. Он довольно хороший игрок, и я, можно сказать, по его реплеям я тоже его смотрел. Даже на инте, когда он играл, я смотрел его реплей и учился у него, типа. Поэтому, сейчас как бы тоже там некоторые игры бывают, когда я у него подсматриваю. Еще меня очень сильно гложет тоска по поводу того, что карта очень давно не менялась. И для меня, как игрока 5-й позиции, человека, который очень отвечает за вардинг, за вижен на карте, это очень разочаровывает. Потому что варды сейчас все плюс-минус одинаковые. Нет никаких уже каких-то крутых точек, каких-то прикольных мест, там где-то что-то придумать. Вот это уже просто все приелось. И я иногда даже замечаю какие-то плюс-минус новые варды, там что-то придумывают люди. Но потом понимаешь, как это легко обыграть, как это предвидеть, как это понять, как этот вард сломать там, или проверить, и все. И как-то. Это очень быстро все придумывается. Ты даже можешь что-то новое придумать, а решение, как найти этот вард, приходит очень быстро, того, знаете. И, собственно, в варде сейчас довольно уныло. Плюс-минус одни и те же места, и ты каждый раз даже думаешь, вот тут все, вот майнгеймс, перед майнгеймсом что-то, а чел приходит, просто в центре на рандом ставит и ломает, и ты такой, чего я вообще думал? Вот часто такое бывает, кстати. Если говорить, например, на каком лане мы были в лучшей форме, мне очень сложно сказать, потому что мы команда момента. Например, в Риаде я могу сказать, что в плей-оффе я видел то, что видел на International. То есть это была пушка-бомба конкретно в моменте. Да, потом, если брать, например, гранд-финал, нам просто не хватило. Мы просто не готовились. Мы готовились, чтобы победить Secret. И если на инте в большей степени у нас было времени после Secret, там было примерно 2 часа, чтобы мы подготовились 1,5, то здесь времени организаторы вообще не дали. Вот этот момент мне очень понравился. Я считаю, что это, наверное, было за 4 лана лучший момент. Здесь у нас пока все нормально. Меня немножко смущает то, что у нас практически, как я говорил ранее, не было подготовки из-за очень плотного расписания. Посмотрю, что будет в плей-оффе. Здесь пока нормально. Надеюсь, что здесь будет лучше, чем в Эр-Рияде. Но вот Эр-Рияд, наверное, пока именно плей-офф Эр-Рияда — это прям вот то, что я бы хотел видеть, например, на Интернешнале.